Привет! В этот раз мы отправились к Афганистану, на Памирский тракт. Со мной мой друг Дэн. Путь лежит через Узбекистан и весь Таджикистан. По дороге нас ждут интересные заброшки, вкуснейший плов, ужин в случайной узбекской семье, ночевки на горных озерах, интересные попутчики, встреча с подписчиками из Таджикистана, ну и, конечно, Памирский тракт и попытка заглянуть через границу в Афганистан. Мы выехали на самом деле еще вчера в обед и доехали с Алматы до Шымкента. В Шымкенте мы переночевали, но сейчас у нас полная машина всяких туристических вещей, палатки там всякие, вот спальники и прочие вещи. И я думал, что на границе сейчас нас будут выворачивать, мы можем потратить там не один час, показывая каждую сумку. Машины видят большую, поинтереснее, подороже, поэтому сразу как коршуны бегут. Дай деньги, поменяй валюту. Деньги давай, деньги мне, деньги давай. Преодолели мы границу, но нам пришлось с Денисом разделиться, к большому сожалению. На этом КПП нельзя пассажирам преодолевать границу. Всех пассажиров из машины высадили и отправили полностью отдельно проходить границу. Это больше было похоже на прохождение границы в аэропорте. То есть сначала стояли кабинки паспортного контроля, потом проходишь за эти кабинки, и там стоят такие же примерно как в аэропорте сканеры, только не так досконально на самом деле все это досматривали. Просветили рентгеном рюкзаки и все. Ну, на этом все. Поменял немного денег. Вот как выглядят узбекские деньги. 100 тысяч, 100 тысяч, 2000. То есть курс примерно 28 к 1. Если тенге брать. И получается где-то 130 курс, если брать к рублю. К доллару там вообще сумасшедшие цифры. Все отлично, вот и Дэн. Делаем страховку. Вот он побежал. Забирать, наверное, готовы уже. Но все отлично. Не так уж, кстати, долго все получилось. Мы думали, будет намного дольше. Сейчас выдвигаемся. О, кто это там идет? Все, попрошай, как здесь? Давай откроем. Они открываются. Что хотят? Не? Не, дверь отпусти. Хлеб-то. Дверь отпусти. Хлеб. Дверь отпусти. Хлеб-то. Дверь отпусти. Хлеб. Ручку отпусти двери. Хлеб-то. Слышишь, нет? Хлеб. Ручку отпусти. Он что творит? Вон, попрошайская мафия. Тетки на инвалидных колясках, которые встают иногда прогуляться, потому что ноги затекают. Обратите внимание, что сейчас стоят практически одни шевики. Сколько мы не едем, везде черно-белые шевики. Вон, смотрите, Шевроле, вон Шевроле подъехала. Вон Шевроле стоит. И это не случайность? Как вы думаете, как машина вот эта сейчас нас обгоняет? Будет ли она Шевроле? Это? Да. Малибу Шевроле. Шевроле Малибу. А вон Спарк, да? Ну Део. Ну это одно и то же у них. Шевроле Део. В Узбекистане почти в 2 раза больше людей, чем в Казахстане. В Узбекистане живет 36 миллионов человек. Представляете? А площадь его не сильно-то и большая. Но при этом мы сейчас едем по Ташкенту, и нам кажется, что очень просторно и свободно на улице. То есть сейчас суббота, 5 часов вечера, нету пробки, мы спокойно едем. Ну, блин, при том, что мы еще в самом центре. Внутри все белые шейки, поехали. Наконец-то я ем настоящий узбекский плов.
прямо в Ташкенте. Это очень символично, а главное очень вкусно. То, что я ел до этого, мне кажется, это была просто рисовая каша с мясом. Сейчас идем с Денисом на рынок большой, посмотреть, что там, как. Купить саженцы нужно нам обязательно. Рядом постараемся попасть на заброшку. 25-этажное здание. Гостиница Москва. Была. Или так и не была. Не достроили, наверное. Вот, потом немножко прогуляемся еще по городу, посмотрим, что к чему. И хотим съездить на заброшенный военный полигон. Невич называется. И урановые шахты, тоже заброшенные. Короче, сегодня должен быть веселый денек. Топор увидел. Отлично. 82-го года. Металл. Сколько нужно? 2000 рублей. Благодарю. Ну что, друзья, пустили нас в эту огромную заброшку, поговорили мы со сторожем и официально нам разрешили зайти здесь, походить, поснимать. Обалдеть! Вот говорю, надо только уточнить, была эта заброшка в самом центре Ташкента. Поднимемся на 25 этаж. Там будет еще интереснее. 25. Она была достроена или не была достроена в итоге? Это я не помню, вроде ее начали строить, но что-то не пошло. Это кабина прям, да, там? Да, наверное. Ну, скорее всего, кабина, да? Слушай, ну если здесь лифты, значит здесь же должна быть где-то... Нет, здесь кабины нет, только дверки. Должна быть и лестница здесь. Где-то в этом же Только дверки. ногу. Мама, да. Сильно? Я не знаю, посмотри. Да, дырка есть. Давай сейчас салфетку. Даже еще ржавая. Ну что, Дэн наступил на арматуру, пробил ногу. Сантиметр точно вошло. Сейчас после этого здания мы сразу едем в травмпункт. Надо все промыть, потому что и может быть даже укол от столбняка сделать. 15 этаж у нас. Поднимаемся выше. Давай. Чтоб челики даже, которые... Вот теперь реально обратите внимание на морковку и посмотрите, все машины черно-белые. И 99% из них это Chevrolet и Dell. Приехали в поликлинику, круглосуточный травмпункт. Сейчас будем Дениса лечить. Сейчас будем левую ногу перебинтовывать, и так больную. Закрыто, что ли? Круглосуточно? Может, вон смотреть травмпункт? Давай. Меня, как иностранного гражданина, без проблем приняли, сказали первую помощь оказываем всем. Перебинтовали ногу, поставили укол от столбняка и прописали антибиотики. Поедет за рулем Дима. Едем на заброшенный полигон Невич. Там испытывали всякие космические штуки для лунной программы советской еще. Не знаю, удастся ли туда попасть или нет, но попробовать обязательно стоит.
КПП никем не охраняется. Спокойно зашли. Кроме нас здесь еще семья пришла посмотреть тоже. Слушай, она просто обалденная. Смотри, какая она крутая, еще и на фоне гор снежных. Ты, может, пятки хотя бы одеть, чтобы шубки не слетали? Не слетают, не нормально. Вышел охранник, короче. Не смогли мы с ним договориться, чтобы нас пустить. Он говорит, там камера установлена. Я говорю, где? Он на столбе. Я говорю, там же нет. Он говорит, нет, там маленькая. Я говорю, ну нет же Не, там. ну я вот же провод идет куда-то. Куда Да не, ну представь, ну камера, чтобы здесь установили камеру. Она в городе, в магазинах, в банках не всегда работает. Не знаю, каждая вторая. Он говорит, там внутри камеры все типа простреливают, смотрят. Ну я не знаю, я в какие-то сказки поверю, а в это не поверю. Да. Ну, в итоге вышли мы, он ушел. Можно было бы попробовать пробраться, но, конечно, не с такой ногой. Потому что мы не сможем ни пройти потихонечку, ни проползти, ни убежать, потом ничего. Пацаны, этот на перехват бежит, смотри. Смотри, братан. Здравствуйте. Здравствуйте, как ваши дела? Чай хватит, чай хватит. Вот что? Чай попьем и все. Вот. Это вам. Мы тоже, кстати, мечтали вот настоящий, прям в таком настоящей деревне, или как сказать, и попить чай. Все радио. Здравствуйте. Здесь казахский, казахша түсінемін. Шерзот Азимов, очень гостеприимный человек, сейчас нас принял, накормил, напоил и вызвался проводить на своей машине нас до урановых шахт. Это просто невероятное гостеприимство. Гостеприимство и помощь. Просто вот так вот остановились, поинтересовались дорогой, а нас и накормили, и напоили, и теперь еще и сопровождают. Нам дали банку компота. И банку компота, презент, хлеба, и лепешки. лепешку. Скатались, в общем, мы в сторону шахт, там река сейчас разлилась. У нас впереди очень много еще всякого интересного путешествия, поэтому мы решили не рисковать, через реку брод не делать, шнуркеля у нас нет. А глубину мерить ногами, ходить сейчас никакого желания в ледяной воде нет. Не так уж нам и хочется попасть в эти шахты. Вот, поэтому мы решили двинуть в обратный путь. Что ж, целее будем. Может быть, это мудрый поступок, а может быть, мы чего-то и потеряли. Посмотрим. Я понял. А что это вот все махают? Мы не едем, не знаем. Позвонит. А? Вот это, да? Да, что это? Машина позвонил, шоферы. Я позвонил. И не кушать зовут, типа, нет? Кушать есть? Нет, а вот это что означает? Начальник так скажет, блядь. Вот начальник сказал так махать. Деньги дает. Весь день махать так нужно. 100 тысяч дает, блядь. На один день. Если вот так махать. Понял, ладно. Давай, заходи.
Сейчас щас подумаем. Благодарю. 100 тысяч. Стоят на дороге, машут, орут, свистят. Мы что такое? Ну, сейчас уже поняли, что это какой-то развод зазывало. Решили в лохов поиграть, подъехать, посмотреть, что будут делать. И вот он что говорит, сам не знает, что. Тенге 3500 этого хватит. День дают за 500 рублей. за то, что он махает так. Пожалуйста, дай мне деньги, пожалуйста. Дай нам дай. Дай деньги, пожалуйста, дай деньги, пожалуйста. Дай деньги, пожалуйста. Дай. Спасибо. Да верни обратно, ладно. Ну что, друзья, вчера снимать особо было некогда. В общем, прогулявшись по Самарканду, мы решили там не ночевать и двинуть сразу через границу, попробовать в Таджикистан. У нас это дело получилось. Мы успели практически без всяких пробок спокойно пройти границу. Немножко небольшие были заминки из-за того, что на узбекской стороне что-то не работала база данных. Вот, там немножко задержались, но все равно в целом прошли абсолютно быстро границу. В Таджикистане вообще просто великолепно прошли границу. Заехали сейчас в маленький городок, вот, сняли гостиницу, ну как сейчас, вчера ночью уже, в городе не работал свет, представляете? Там ни одного фонаря не работало, иногда в домах чуть-чуть свет был из-за того, что какая-то авария, как нам сказали, произошла где-то на какой-то ГЭС. В общем, сейчас мы собираемся и едем на озеро. Озеро в горах Исындыркуль, по-моему, оно называется. Вот, купим кусок мяса, который вечером приготовим в афганском казане. И наконец-то уже двигаем на природу.
В общем, мы вкусно поужинали, налюбовались красивым озером, горами на заднем фоне. Покормили собачек. Да, собаки здесь местные какие-то прибились к нам. Мы их кормили. Они ели все вообще. Они ели пряники, хлеб, мясо, картошку. Все, что мы давали им, они ели и не переставали есть. Ну и хорошо. И эти собаки остались с нами на ночь для того, чтобы, я так понимаю, сторожить, может быть, дождаться завтрака. И они сильно лают куда-то в сторону гор. Уже не первый раз. Сейчас вообще туда убежали. Кто это может, слышите? Тут никого и ничего не должно быть. Ближайшие люди вон там, куда вот мы ездили. Туда далеко в город, там, не знаю, километров 7, наверное. Вот как мы устроились. Так лают, знаете, как будто какая-то деревня рядом, но нет. Это наши собаки. Лают на гору. Кто с этой горы смотрит на них уже не первый раз, неизвестно. Или на падающие камни гавкают. Или на каких-нибудь маленьких сусликов или тушканчиков. Я тут нагнетаю обстановку, а ты тут тушканчики, камни. Ладно, посмотрим утром. Никто не отъест нам полногини. Здесь все будет нормально. Спокойной ночи. Взяли попутчиков. Where are you from? France. Теперь вместе едем в Душанбе. In 2020, I need $1,000 to go to France, Munich, and Praga, and I came home. But now I think I need more than 2,000 or 3,000 dollars. Just for the tickets or everything? You can say anything to subscribers. say hello. Hello, abonnez-vous à sa chaîne, subscribe his channel. Смотри, снег, да? Это счищали его. Высота снега. Это может лавина была какая-то? Мы, собственно, почти в центре сейчас находимся Душанбе. Вот, я бы сказал, что этот городок вполне похож на типичный постсоветский город. Вот, какие-то новостройки стоят, какие-то старенькие домики. Вот. Хрущевки вон я вижу вдалеке. Может быть, конечно, не они, но очень похожи. Вот, в целом, современный город. Видите флагшток? Его высота больше 160 метров. Когда-то это был самый высокий флагшток в мире. Но сейчас он 4-й по высоте. Уже опередили его. Представляете, там флаг Таджикистана. Вот сейчас почему-то его нет, но
Когда он там висит, его размер 30 на 60 метров сам флаг. Гигантизм такой меня привлекает. Например, первый раз, когда я оказался в Дубае, ну я знал, что там Бурдж-Халиф, высокое здание, самое высокое, там ля-ля-ля, всю жизнь слышал, было как-то, знаете, ну прикольно. А когда я первый раз к нему подошел и вот так вот поднял вверх голову, я просто обалдел. Ну, это его высота больше 800 метров. Представляете, Бурдж-Халиф 800 метров, там 800 с чем-то. Я прям вот так вот стал и смотрел. Жена уже говорит, пойдем. А я стою, смотрю, вот это было очень круто. Но наверх мы не поднимались. Решили на маршрутке доехать. Посмотреть заодно, как это выглядит все дело. نهال نبیار یه آدمی دیگه باید بیاره و سمبوسه بیار چای بیار یکم خیلی با یکم چی داشته باشه بیار تمام شد که اولین подойдет потом он плов он принесет و این دفعه باری فراموش نکنید تو مردکی که سروغان که نآوردی و مجبور شدن با علایده گاز بدی хорошо و سمبوسه برام مهمان نه مهمان دوریش کنیم خیلی دور اومدگی Задержал меня, ничего не смог спросить. Салим консультирует нас по завтрашнему маршруту нашему, как нам добраться безопасно вот туда, куда мы хотим, ставим точки сразу Maps.me. Вот, потому что завтра утром мы уже туда в горы, попробуем на границе с Афганистаном и хотим, чтобы все это безопасно прошло. Рядом Шохун и Булон. да Вот я нашел. Здесь будет вывеска «Стоп, Афганистан». Ну, прикольно. На заправке можно одежду сразу купить. Поехали сейчас по дороге, увидели невероятную просто красоту. Вы только посмотрите. Это просто райское местечко. Сейчас нам прям повезло, то, что мы увидели эту красоту, и в этот момент не было дождя. Потому что стоило нам буквально несколько секунд отъехать от этого места, где мы фотографировали, снимали сейчас вот это вот гест, там, или как оно называется сейчас на карте, гляньте. Водохранилище. Да, водохранилище. Сразу полил дождяка. Ух, я надеюсь, что грунтовые дороги, которые нас будут ждать впереди, они будут не глиняные. Потому что сейчас я смотрю, вокруг порода в основном глина. И таким дождем все превратится просто в каток грязи, наверное. Тут лучше, смотри, площадка такая еще даже интереснее. Одно место круче другого. Не останавливаться и не любоваться этими красотами Таджикистана просто невозможно. Вы только посмотрите, какая отсюда открывается обалденная панорама. Высокая гора, туман, облака, долина, серпантинная дорога, вулканический и местами зеленый пейзаж. Просто невземное чудо. Пока дорога отличная, едем. Нам сегодня нужно как можно дольше проехать. Планировали ночевать мы на самом начале этого тракта, но судя по времени мы можем проехать хотя бы половину дальше. Главное не попасть под место, где собираются взрывать дорогу. Там какие-то работы проводят. Мы должны были завтра утром позвонить, уточнить, можно ли ехать или нет.
Ну, судя по всему, мы примерно ночью там окажемся в районе, где будут подрывные работы. Может, застанем, что-то увидим, Да. заснимем. Ну или нет. Высота 2076 метров. Вот сейчас на этом КПП у нас проверили пропуска, записали в журнал. Вот, местные жители могут проезжать, ну, жители Таджикистана просто по паспорту сюда, а иностранных граждан записывают. Вот сейчас вместе с В данный нами здесь... момент в черном дельфине сидит Ильназ Галевиев. Устроил? Это мы передачу слушаем. Вот. Сейчас только что рядом с нами стоял парень вот на фуре. Торчит немножко фура отсюда. Он афганец. С настоящим афганским паспортом. Вот. Сейчас эти и пограничники, и мы разглядывали, стояли, его смотрели. Вот. Ну вот так одет прилично. Парень. Че, поехали? Можно сказать, что практически Памир начинается. — 20 км в час здесь скорость. Здесь тоже шлагбаум на выезде. Сейчас тоже надо будет проверять что-нибудь. Это как пограничный пункт, то есть мы как бы, наверное, заехали и выехали. Сейчас могут паспорта посмотреть, наверное. Здравия желаю, старший лейтенант Амрдин Зода. Знаешь по-русски? Да, да. Видишь, тоже русский, да? Добро пожаловать. Здравствуйте. Надо регистрация машин. А, еще раз? Да, ну... Вдвоем идти или один? Один? Она пусть греется. Сейчас зарегистрировали машину, пообщались немножко с постовым. Он, знаешь, что сказал, кстати? Он сказал, вот вы в Харок едете, вот не пожалеете, говорит, еще 100 километров до каких-то этих ключи из земли горячей бьют. А, ну да, эти. Типа, говорит, там и купаться можно, и пить можно, и все, короче. Главное, не одновременно. Я вот не пойму, зачем два раза регистрируется? Военные регистрируют, полиция регистрирует. Ну, разные ведомства. Одни гаишники, видишь, а вторые... Одни зарегистрировали нас как людей, иностранных граждан в приграничной зоне. А он зарегистрировал типа машину, наверное. Он говорит, да, оставь паспорт и иди, документы на машину. Я ему даю, он говорит, права, паспорт. Не знаю, может еще нужно было, там, СНИЛС, что еще, домовую книгу. Вот этот мент сейчас показывал, он говорит, в Москве учился, потом служил здесь в ОМОНе, и показал шрам. Гранта взорвалась возле лица, шрамище здесь. Перешел, говорит, в патрульную службу. Отдыхать. Одной из наших целей было побывать на границе с Афганистаном. Получится у нас это дело или не получится, мы не знали, когда сюда ехали. Но сейчас
Мы едем прямо вдоль границы с Афганистаном. То есть вот ущелье разделяет сейчас Таджикистан и Афганистан. По ущелью идет река, и с другой стороны реки уже Афганистан, афганистанские горы, афганские горы. Сейчас мы где-нибудь остановимся на безопасном пятачке и попробуем более детально поснимать Афганистан хотя бы через реку. Для того, чтобы попасть в Афганистан, я узнал, россиянам нужна виза. Вот, получить ее можно в посольстве Афганистана, но где такое посольство найти, я пока не знаю. В самом Душанбе посольство Афганистана пока не функционирует. Вот он, Афганистан. Видок просто с ума бам. Я слов не могу передать. Вот он и знак Афганистана. До границы буквально 100 метров. Вон пограничный пункт. И за мостом начинается Афганистан. Вон наверху уже афганский кишлак. Отсюда. Слушайте, ну для кого-то это может обычное дело. Видеть такую красоту и находиться рядом с такой страной, которая наделала шуму за последние лет 50, наверное, во всем мире, да? И Советскому Союзу, и Америке. Всем. Вау, конечно, красота. Я не могу вам не показать. Прям. Смотрите. Девки вокруг. Все, за рекой Афган. Вот видите, мы находимся где мы. Река, и вот это сразу граница идет. Река 5 и граница. Вот она река. И вот это получается вот граница, прям по берегу идет. Бараны пасутся уже афганские. Хочу немножко поближе подойти. Главное не наступить на какую-нибудь мину. Вау! Какая здесь природа. А вон афганцы едут. Видите?
Вон пошел какой-то дядька важный. Ой, рядом, вон смотри, народ-то повыходил. Или там прям суета. Что это за банки? Это что, оранжевые? Бочки, может, какие-то кувшины. Дядька пошел. А вон тетка идет с желтыми пакетами какими-то. Канистры, какие-то канистры, да. Похоже. Я потом на компьютере попробую лучше приблизить. Ну смотри, как они разметили участки. Этот того, этот того. Ну там пастбища они отделяют, да, наверное. Обалдеть. Помахать, что ли, рукой? Интересно, не расстреляют их, если я им помашу? Вот этой женщине. Помахать рукой, что ли? Испугалась, сразу смотри, все разбежались. И та пошла, а так на меня смотрели обе тетки. Пошла за водой, наверное. А вот афганские детки бегают, играют. Конечно, сможет ли человек здесь полностью себя реализовать, чему-то научиться в полном объеме? Они там играют. Так, догонялки. Побежал. Решили уже не останавливаться, и все равно вот увидим, как на афганской стороне произошел обвал, причем прям вот недавно. Слушай, а сейчас же грузовик сюда должен доехать, или он в обратную сторону ехал? Сюда вроде ехал. Сюда? Сюда ехал. В эту сторону. Мы его обогнали, да? Да. Смотрите, дорогу завалило. Это что, лавина сошла или сель? Как это правильно называется? Блин, вид, конечно, невероятный здесь. Идет дождь. Сейчас я попробую приблизить, я не знаю. Талибы идут. Или афганцы идут по той стороне. Сейчас попробуем их поснимать. Пешком идут по той дороге, которую завалило. Видимо, они не могут там проехать и пошли пешком. Поэтому потихонечку поснимаю их. Смотрят в нашу сторону. Мне кажется, они нас видят. Что-то у него в руке красная папка какая-то. Там тоже были ребята с такой. Да? Они кому-то отзвонились. Надеюсь, они не позвонили сейчас каким-нибудь своим знакомым корешам на этой стороне границы. Нас не задержат и не удалят все снятые материалы. Если на месте нашего... Это самое мягкое удалять. Ну, для меня самое страшное потерять отснятый материал. Если сейчас на ночлеге будет хотя бы какой-то интернет, я попробую загрузить, хотя навряд ли в облако все это дело, хотя в плохом качестве. Потому что завтра мы еще весь день вдоль границы будем ехать. Но как минимум нужно все это слить на комп и на флешку. Флешку спрятать в машине, чтобы у нас все равно был этот материал где-то. Чуваки, как заметили то, что мы их снимаем, сразу достали сотку и начали кому-то звонить. Не знаю, вызывать авиацию, РПГшки, что они хотят. Машина там. Ладно, 5 километров до населенного пункта, до нашего места ночлега. Я надеюсь, что мы сегодня уже не вляпаемся перед рядом. Вернулась, не хочет, чтобы ее снимали. Да, огород копать.
О, кур кормит. А? Кормят кур. Ну, вот этот вот участок очень симпатичный, зеленый, ровный такой. Ну, когда деревья будут, вообще круто. Да, надо посмотреть, как это все выглядит где-то в мае. Мы только что увидели, не знаю, это, видимо, талибы были, двое прям в настоящих таких национальных костюмах. Рядом хайлюксы, прям готовые, чтобы ставить туда пулеметы. Хаммер военный стоял. Там полиция была написана. Сейчас я покажу вам, как это выглядит все. Дело. Вот, если прям увеличить, видно, что там стоят вот эти челы бородатые. И на арабском написано полиция на хайлюксе. Мы просто в интернете много раз видели картинки, когда гуглили границу с Афганистаном, как раз, короче, как бородатые эти челы с автоматами на хайлюксах, с пулеметами, с РПГшками гоняют вдоль границы. Но вчера друзья из Таджикистана, из Душанбе рассказали мне, что это очень крайне редко бывает. Но не знаю, вот этих можно считать или нет. Ну, мы еще дня два будем тут. Может быть, еще что-то. Заметь зато какой контраст между вот той, том кишлаком, который мы видели, где тетка с канистрами набирала, да, детки бегали босиком. И вот это вот, где полиция трется, у них там, видишь, хаммер стоит какой-то или что-то типа того. Экскаваторы там у них там, да, вот так приличненько, я бы Свет сказал. даже в некоторых домах. Да, есть. провода проведены, то есть это там какая-то, может быть, база их военная или, ну, типа пункт пограничный местный. Здесь мы сегодня будем ночевать. Этот гостевой дом. 200 самани стоит. Трехместный номер, но двухместных не было просто. Пойдем. Сейчас идем кушать. Там внизу уже заказали себе гуляш с картошкой. Загнали сейчас машину в гостевой дом на парковку. И идем кушать. Люди очень приветливые, помогли нам найти, где переночевать, где поесть. Вот. В общем, мы довольны. We're thinking. Okay. But like, how much time do you have to go to Almaty? Like, what is your total plan? In Monday evening, I need, I must be in Almaty. Almaty. Ah, okay, Monday Yes, evening. Monday evening. Okay. But so you drive with the car to Almaty? Yes, Ah, it's your car. yes, Oh wow, well, long drive. yes. Развернуться, конечно, классно.